Привет, я Кристина, и мы с мужем и кошкой кочуем по миру. Сейчас мы прилетели в Буэнос-Айрес после автопутешествия по Чили. Были планы прокатиться и по Аргентине, но они разбились, а местные цены и почти полное отсутствие инфраструктуры. Так легко и недорого, как в Чили, здесь арендовать машину почти невозможно. А так как мы путешествуем с кошкой, перелеты не всегда нам доступны. Так как Буэнос-Айрес город интересный и в нем не скучно зависнуть на месяц-полтора, мы решили, что именно этим и займемся. К тому же тут куча мест, где можно бесплатно или недорого погулять. А в этом выпуске я расскажу, где мы были, чем занимались и покажу вам, каким я увидела этот город. Заселились мы в первые апартаменты в Буэнос-Айресе, и они, кстати, на удивление, намного лучше, чем те, что в Чили. И в целом они выглядят лучше, поприятнее, и они чистые. В общем, это студия с кроватью, большой, очень большой кроватью. При этом есть тут рабочий стол. Здесь есть еще, кстати, помещение для работы, диванчик, кондиционер, духовка, и у нас есть своя терраса. Мы заселились в район Палермо. Ну, такая красота, смотрите, клево. И там есть бассейн, но он без солнца. Я не люблю бассейн без солнца. В общем, неплохо, неплохо. Я ожидала худшего. Арендовали мы квартиру в районе Палермо, очень приятный райончик, но у меня никак не могу отделаться от мысли, что мы где-то в Тбилиси. Кругом кафешки с очень красивыми интерьерами. Прикольно, мне пока визуально нравится. Первый же день мы не стали ничего планировать. Пообедали после полета ужасно вкусной пиццей, а все активности перенесли на следующий день. Доброе утро в Буэнос-Айресе. Мы отлично выспались, прекрасно проснулись, с отличным настроением. Пока что мне все очень нравится. Мы сейчас отправляемся за чашечкой кофе. Будем сегодня гулять недалеко по району Палермо и по ботаническим различным садам, которые есть в этом районе. Мы прикупили мне капучинку и круассанчик. Мы дошли до парка. Он называется как ботанический сад, но он бесплатный, и он уже со входа очень красивый. Он такой зеленый, такие потрясающие деревья здесь. Буэнос-Айрес очень зеленый город. Здесь множество парков, как платных, так и бесплатных. Мы начали знакомство с городом именно с них. В первую очередь прогулялись до бесплатного ботанического сада архитектора Карлоса Тайса. Мне очень понравился этот маленький сад в районе Палермо, названный в честь главного ландшафтного архитектора города. Здесь собраны растения со всего мира, но самое главное, здесь много тени, лавочек и царит идеальная тишина, несмотря на оживленный проспект за забором. Идеальное место для пикника или просто отдыха между прогулкой по городу. Парк оказался совсем небольшим, мы его обошли за 5 минут, но, наверное, если туда приходить на пикник, мы видели, там занимаются йогой, играют в какие-то настольные игры. Отлично, вот такой бесплатный городской парк. Сейчас мы идем в платный парк, японский сад, там еще погуляем. Мы подошли к японскому саду. Тут очередь на вход. Простояв в очереди минут, наверное, 20, мы все-таки вошли. Вход стоит 18 тысяч песо. Первое впечатление, парк вообще ни о чем. Здесь вообще нет тени. Сейчас очень жарко на улице, солнце ядерное. И вот тот бесплатный парк, где мы были, гораздо лучше, потому что там тенистые аллеи, все в тенечке. А здесь просто испепеляющее солнце и вообще негде спрятаться. Вот 18 тысяч он не стоит. Не рекомендую. Мы прошли японский парк за то же время, что и бесплатный вот тот парк, в котором были до этого. Он мне не понравился ни о чем. Сейчас отправляемся в еще один бесплатный парк. Здесь, знаете, такая очень большая зеленая территория. Мне это напоминает чем-то. В Мадриде мы были, и вот там был холм, Можуик называется. И вот здесь, в Буэнос-Айресе, вот этот вот участок тоже очень напоминает вот тот мадридский. Красиво, но вот этот японский сад явно не стоит этих денег. Подошли до бесплатного парка. Здесь сразу видно, он очень большой. Пока что тоже тенью он не радует, но он хотя бы бесплатный.
Так, ребята, ситуация накаляется. На нас нападает банда. Кажется, они проходят мимо. К сожалению, парк Трес де Фибрейра естественной тенью тоже не баловал, поэтому погуляли мы там совсем недолго, еле отбились от гусей и отправились в одно очень необычное место. И это место – кладбище. Кладбище Риколетто находится в районе Риколетто. Вход сюда стоит примерно $15 на человека, 22 тысячи песо для иностранцев. Это на 2026 год. Если пойдете в каком-то другом году, то потом пишите в комментариях, изменилась ли цена. Кладбище Риколетто – одно из самых красивых кладбищ в мире и точно самое красивое из тех, где была я. Выглядит как музей. Здесь покоятся те, кто создавал историю Аргентины: президенты, военные герои, ученые, писатели, нобелевские лауреаты и представители самых богатых и влиятельных семей страны. Кладбище основано в 1822 году на месте бывших садов монахов Риколеттов. Оно стало первым общественным кладбищем в Буэнос-Айресе. Территория спроектирована как полноценный город мертвых. Здесь есть свои четкие кварталы, широкие аллеи и узкие переулки. Вместо привычных могил здесь стоят тысячи семейных склепов и величественных мавзолеев, построенных в самых разных архитектурных стилях. Многие из них украшены мраморными и бронзовыми скульптурами, а более 90 склепов признаны национальными историческими памятниками. Место совершенно не кажется мрачным. Семьи соревновались в богатстве и роскоши еще при жизни, и это соревнование продолжилось и в архитектуре мавзолеев. Поэтому кладбище Риколетто не воспринимается как кладбище. Правда, некоторые склепы сегодня, к сожалению, заброшены, если у семей не осталось наследников или средств на содержание. И сквозь разбитые стекла можно увидеть старинные гробы и увядшие ткани, но это лишь добавляет месту мистической атмосферы. Погуляли по кладбищу Риколетто, очень красиво, очень прикольно, там еще так тихо. Интересное местечко, обязательно заходите, если будете здесь. Мы до этого были в Чили, и по атмосфере мне там вообще не понравилось. Вот небо и земля. Мы пока были в Чили, мы уже запланировали улететь поскорее отсюда, потому что нам как-то неприятно там было. Прилетели в Буэнос-Айрес, и прямо жизнь заиграла новыми красками. В общем, очень классное место. Мне очень нравятся улочки Буэнос-Айреса. Они, во-первых, утопают в зелени. Здесь очень много деревьев, которые создают тень естественную. И за счет этого очень приятно ходить. Даже сейчас мы в разгар лета. Здесь считается очень жаркое время. Хотя, на самом деле, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать, конечно, с Юго-Восточной Азией, здесь даже близко не так жарко и не так влажно. Вот эти деревья, как я и сказала, создают тень, прохладу, приятный ветерок, и очень хорошо гулять по улицам. Мы сейчас отправляемся в книжный магазин. Очень интересно, да, в Буэнос-Айресе сперва мы ходили на кладбище, сейчас мы идем в книжный магазин, и все это не то, чем кажется. Очень странная вещь, не знаю, во всей Аргентине или нет, вы посмотрите, зеленый, у них не зеленый, а белый. Мы пришли в самый красивый книжный магазин в мире. Эль Атенео Гранд Сплендид неоднократно признавали самым красивым книжным магазином в мире. Магазин расположен в районе Риколетто, в здании бывшего театра, который открыли в 1919 году. И в свое время он был центром танго, и здесь даже работала собственная радиостанция и студия звукозаписи. В 2000 году здание выкупили и бережно отреставрировали, полностью сохранив оригинальный интерьер, просто заменив зрительские кресла на книжные ряды. Купол потолка расписан итальянским художником, а бывшие VIP-ложи, где когда-то сидела аристократия Буэнос-Айреса, теперь превращены в зоны для чтения. Можно взять любую книгу с полки, присесть в кресло и спокойно ее полистать. Пространство разделено на несколько уровней. На цокольный этаж ведет эскалатор. Здесь находится отдел детской литературы и секция с виниловыми пластинками, CD и DVD. Главный зал – это основное пространство с рядами книг. Большинство книг здесь на испанском языке, но есть немного книг и на английском, и на других языках. Можно подняться на верхние ярусы, чтобы сделать панорамный
выставлены фотографии магазина сверху. На главной сцене театра обустроено кафе, там можно выпить чашечку кофе или чая. Ежегодно Эль Атенео посещают более 1 миллиона человек. Вход бесплатный, можете прийти просто погулять и пофотографировать. Но магазин пользуется огромной популярностью у туристов, поэтому лучше приходить в будние дни в первой половине дня. Мы с Кириллом решили начать воскресное утро с завтрака в легендарном кафе. Сейчас мы стоим, к сожалению, очередь, но она вроде бы быстро двигается. Мне бы хотелось сюда зайти, потому что он интересен не своей едой, а своим интерьером и историей. Кафе Тортони – старейшее и самое известное кафе Буэнос-Айреса. Оно расположено в самом сердце города на историческом проспекте Авенида де Майо и официально признано объектом культурного наследия Аргентины. Кафе Тортони более 160 лет. Оно было основано в 1858 году французским иммигрантом. Он назвал его в честь знаменитого парижского кафе. В 1920-х годах в подвале кафе образовалось художественное содружество, которое возглавил известный аргентинский художник. Подвал превратился в культурный центр, где проводились поэтические чтения, концерты и споры об искусстве. За столиками Тортони сидели знаменитые писатели, певцы и всемирно известные гости города, такие как Альберт Эйнштейн. Что по кафешке? Как и в кафе Леопольд, есть в этом кафе я не рекомендую. Но выпить чашечку чая, чашечку кофе, кстати, кофе вполне сносный был, чай вообще отличный, мы брали травяной чай из трав Патагонии, очень вкусный, такой прямо очень крепкий, черный, хороший чай. И, конечно же, завтрак любого уважающего себя испанца и аргентинца — чуррос дольче де лече. Это вареная сгущенка, она здесь, конечно, на каждом углу, и они все с ней делают. Сейчас мы отправляемся на прогулку по этому району. Здесь неподалеку проходит какая-то воскресная ярмарка. Я ее не могу пропустить, потому что там продают различные хендмейд штучки и вот всякое такое, все, что я люблю. Сейчас мы проходим по улице, и здесь такие невероятно красивые здания. Я просто останавливаюсь, все снимаю, фотографирую, фасады великолепные. Уличная ярмарка, на которую мы отправились, находится в районе Сан-Тельмо, и работает она только по воскресеньям. В это время практически весь район превращается в одну сплошную торговую улицу. Ярмарка зародилась в 1970 году, и сегодня она регулярно входит в число самых известных и посещаемых блошиных рынков планеты. Здесь можно найти настоящие антикварные сокровища, серебряную посуду, старые фотоаппараты и различные украшения. Кроме этого, здесь много ремесленников, которые продают современный хендмейд, сумки, кружки для питья маты, сувениры, одежду и картины местных художников. Но приготовьтесь к шуму, большому количеству людей и толкучки. Если вы приедете в Сан-Тельмо в будний день, торговая улица будет тихой, но в самом конце есть крытый рынок. Он открыт ежедневно, и само здание рынка уже памятник архитектуры. Рынок был открыт в 1897 году для снабжения волны европейских иммигрантов продуктами. В последние годы рынок пережил второе рождение и превратился в один из главных фудхоллов города. Мы посетили его также в воскресенье, и было просто невероятно тесно, вообще не протолкнуться. Мы не смогли здесь пообедать, поэтому если ваша цель посидеть в местных ресторанчиках и пофотографировать архитектуру крытого рынка, то рекомендую приезжать в будний день, тут будет более спокойно. Так как пообедать нам не удалось, а долго на чурросе не протянешь, мы отправились есть пиццу в очередное легендарное кафе. Пиццерия Герин находится в самом центре города, и здесь кормят людей без перерыва с 1932 года, а дровяная печь не гаснет уже более 90 лет, ведь ее поддерживают в горячем состоянии круглосуточно. Пиццерию основали два итальянских иммигранта. Они привезли с собой рецепты с родины, но адаптировали их под местные реалии. В Аргентине тогда было невероятно много дешевого и качественного сыра и мяса. Забудьте про тонкое тесто. Аргентинская пицца — это сытный, тяжелый и сочный стритфуд. Главная фишка — огромное количество сыра. Его не просто много, его очень много. Абсолютная классика здесь пицца моцарелла, толстое тесто, фирменный томатный соус и тонны местной моцареллы. На одну среднюю пиццу у них уходит около килограмма сыра. Но я бы такое съесть не смогла, поэтому мы взяли менее сырный вариант, но все равно прогадали с размером. Пицца очень большая и очень сытная. Обычному человеку хватит и 2 кусочков, а мы взяли целую, и половину пришлось забрать с собой. Ну что, давайте попробуем. Вы посмотрите, какая она огромная. Это же просто жесть.
Кстати, она вроде порезанная. Это просто пирог. Я не знаю, мне кажется, мы не съедим. Это даже близко. Посмотрите. Капец. Ну, это просто пирог с очень большим количеством сыра, гигантским количеством сыра. Это не то чтобы невкусно, это вкусно. Она, кстати, не пересоленая, на удивление. Но это все равно фастфуд, и еда не очень хорошая. Но отдать дань истории. Сегодня мы с вами посмотрим еще один район Буэнос-Айреса. Он называется Баррио-Чино или Бельграно. Ну, вообще, как я понимаю, Бельграно — это такой большой район, а Баррио-Чино — это его подрайон или какой-то микрорайон. В общем, как бы то ни было, мы сейчас как раз идем туда и начнем с вами прогулку по китайскому райончику. Может быть, где-то поедим какой-нибудь азиатской еды. Я по ней очень сильно соскучилась. Китайский район или Баррио-Чино на испанском – это популярный неофициальный культурный анклав внутри престижного и зеленого района Бельграно. Исторически он совсем крошечный, изначально занимал всего около 4 кварталов, но за последние годы разросся и преобразился. Визитная карточка района – большая китайская арка. 11-метровая каменная арка с драконами и львами была изготовлена в Китае, привезена в Аргентину в разобранном виде и собрана на месте как подарок китайской общины городу. Сейчас здесь современная пешеходная, торговая и гастрономическая зона. Азиатский колорит, который смешался с хипстерским Буэнос-Айресом, граффити, спешлти-кофейные, раменные и бары. В Баррио-Чино процветает формат еды на ходу. Здесь десятки окошек, откуда продают жареные пельмени, спрингроллы, суши, рамен, гонконгские вафли и бабл-ти. И, конечно же, азиатские супермаркеты. В Аргентине, где в супермаркетах выбор продуктов и товаров очень скудный, азиатские магазины в Баррио-Чино – настоящее спасение. Помимо китайских традиций, здесь полно лавок с корейской косметикой, магазинов с мерчем, манго и аниме-фигурками и кей-поп-атрибутикой. Если вы хотите спокойно погулять и зайти в супермаркеты без очередей на кассах и без суеты пообедать, то лучше приходить в будние дни, потому что в выходные Баррио-Чино заполняется огромными толпами людей. Если вы окажетесь в Буэнос-Айресе в китайский Новый год, то обязательно загляните сюда. Здесь проходят масштабные фестивали, танцы драконов и львов, шоу барабанщиков и грандиозная ярмарка. Зашли сейчас в один магазинчик китайского всякого барахла, там еда, и, в общем, так много всего для Аргентины, вообще неслыханное дело. Но там не прикольно из-за того, что там очень много народу, очередь просто невероятная. Там надо на входе свои сумки положить в другие сумки, которые застегиваются на замочек. Ну, специфика региона, так сказать. Побродили, посмотрели, хотели взять камбучу, не взяли, потому что очередь капец. Ну, тут вообще народу очень много. Такая красивая улица здесь, вот эти деревья, китайские фонарики. Китайцев пока здесь очень мало было обнаружено, буквально парочку. Очень симпатичный райончик, интересный. Продают кучу всякого китайского барахла, суета, все как положено. Зашли еще в один магазин. Магазины здесь определенно намного лучше даже, чем их огромный Джумбо. Ну как огромный? Самый большой Джумбо, в котором мы были в Буэнос-Айресе, максимально проигрывает небольшой китайской лавке, потому что там товаров намного больше, там разнообразие товаров больше, если так сказать. Хотите что-то найти, то точно вам нужно сюда. На этом наши прогулки по Буэнос-Айресу подошли к концу. Ни в коем случае не хотела бы жить в Аргентине, но провести месяц в столице, гулять по паркам, пить кофе в стильных кофейнях и посмотреть на главные достопримечательности города было приятно. До свидания, Аргентина, а мы отправляемся обратно в Бразилию. Чем мы там занимались, какие интересные места видели и куда отправились дальше, расскажу в следующих выпусках. Всем пока!